Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «100 персонажей» из игры Mafia 3 Definitive Edition. Сегодня расскажу про Томас Бёрк. Томас Бёрк – один из ключевых персонажей Mafia 3 Definitive Edition, глава ирландской группировки в Нью-Бордо, а также один из лейтенантов Линкольна Клея. Томас Бёрк – лидер ирландской мафии в Нью-Бордо и заместитель босса в преступном клане Клея. Он управляет металлоломом Бёрком, местную свалку, и он родился в Белфасте и в детстве вместе с отцом эмигрировал в Соединенные Штаты, предположительно из-за участия отца в гражданской войне в Ирландии. После смерти отца от сердечного приступа Бёрк начал торговать спиртным, чтобы обеспечить себя финансово. Вскоре его бутылегерская деятельность перешла под контроль Сэла Маркано, который сделал его своим помощником. О судьбе Томаса Бёрка ничего не известно, если Линкольн решит остаться и править Новым Бордо, однако он страдал от рака печени, поэтому если им с Линкольном удалось пережить захват преступной семьи Маркано без предательства, предполагается, что он умер вскоре после этого. Что стало с ирландской мафией, неизвестно. Если Линкольн покидает Нью-Бордо, а Томас Бёрк возьмет на себя управление городом, его дочь Ники объясняет, что его печень была поражена раком, и ему оставалось жить всего полгода, но Бёрк использовал деньги, которые оставил ему Линкольн, чтобы поехать в Мексику и сделать пересадку на черном рынке, что позволило ему прожить еще 16 лет. Он наводил город выпивкой, а затем занялся наркотиками, сначала героином, а затем кокаином. Он использовал ту же инфраструктуру, которую создал для самогонного варенья. И примерно через год большая часть кокаина, поступившая в страну, ушла через Нью-Бордо. Бёрк стал одним из самых богатых людей на юге Соединенных Штатов. Он купил себе место в городском совете, добился того, чтобы назвал город был официально переизменено на Бурбон-Сити. Но весь этот кокаин привлекал только других преступников. И Бёрк вступил в войну с кубинской бандой. На улицах происходили перестрелки, взрывались машины, а бордель был сожжен дотла. Когда кубинцы вызвали его на бой, Бёрк пришел с вооруженным автоматом М-60 и гранатами. Он убил 8 человек, прежде чем его застрелили. Это было в 1984 году, и с тех пор никто не сидел на троне дольше нескольких месяцев. Нью-Бордо по-прежнему остается беззаконным раем для дураков. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы моменты с прохождения, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому Telegram-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛС ВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика. Бёрк. Вспыльчивый, безрассудный и неуравновешенный человек, склонен сначала стрелять, а потом думать о последствиях. Бёрк способен на крайнюю жестокость по отношению к тем, кто причинил ему зло. Он намеренно не торопится с убийством Романа Барбериери, ломал ему ноги так как много раз, что к концу от них почти ничего не осталось. Он годами помнил о своей расплате с Сэлом Маркано и зациклился на том, что даже когда его здоровье стало ухудшаться, и у него почти не остались шансов отомстить Маркано лично. Бёрк, по-видимому, также придерживался расистских взглядов в отношениях афроамериканцев и упоминал об этом, когда Линкольн впервые навещает его после того, как Сэла Маркано предал их обоих, однако его расизм не является глубоко укоренившимся, поскольку Бёрк прислушивается к доводам Линкольна и откладывает его в сторону, чтобы работать бок о бок с Линкольном против их общего врага. Несмотря на свой недалеко на английский характер, Бёрк искренне любит своих детей. Он был совершенно
опустошен, когда его сын Дэнни убил Сэла Маркану и топил свое горе в выпивке, пока Линкольн не завербовал его. Бёрк не одобряет гомосексуальность Ники, но также успевает угрызение совести из-за того, что его причину был его дочери Ники. И поэтому он усердно работает в тайне, чтобы сколотить состояние, которое он оставит ей после своей смерти. Терри Дейл, эксперт по взрывчатым веществам, который может снабдить торговца оружием уникальным взрывным устройством высокого класса. У Фионы Дэвидсон есть связи в полицейском управлении Нового Бордо, и их можно подкупить, чтобы они отстали от Линкольна Клея. Хэнк МакГи, опытный угонщик автомобиля, который доставляет машину Линкольну в любую точку города. Игровая механика описывает Бёрка как социопата и алкоголика. Этим он сильно напоминает Эдди Дискарпу. Наряду Бёрка сильно напоминает знаменитого игроком костюме Джо Барбара, однако это всего лишь совпадение или своего рода отсылка, так как в 60-х годах гавайские рубашки стали очень популярными среди американцев. Судя по пришедшей информации, Вито не доверяет Бёрку, возможно, из-за предыдущих стычек с ирландцами. В свою очередь, возникает ощущение, что и Бёрк недолюбливает своих временных союзников. Если помогать Бёрку, то станет известно, что Бёрк уже болен раком. В случае вражды с Линкольном он перед смертью в этом не признается. В таком случае становится неизвестным для него исход в случае правления города вместе с Линкольном. Его прототип Дэнни Грин, американский гангстер ирландского происхождения, о жизни которого был снят фильм «Ирландец». Оба они были лидерами своей собственной преступной группировки, и оба соперничали с местными итало-американскими семьями, мафией. Неизвестно, на чьей стороне был отец Бёрка во время гражданской войны в Ирландии, но победившее ирландское свободное государство имело напряженные отношения в лучшем случае с ветеранами, которые много лет поддерживали другую сторону, поэтому отец Бёрка, возможно, был против свободного государства. Бёрк предоставлен в виде зеленого кельтского трилистника. Если Бёрк предаст Линкольна и будет убит, его имя не появится на могиле семьи Бёрк в католической церкви Святой Агнесы в Пойнт-Вердене. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы моменты с прохождения, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому Telegram каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛСВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика. И на этом история про Томаса Бёрка из игры Mafia 3 Definitive Edition подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Развивайте мои действия, вы которые видите перемещать ваш экран, лайк, колокольчики, подписка на канал. С вами был Михаил Лопейк Мейкер.